Друзья, всем привет! Сегодня расскажу про близнецов. Это имеет особое отношение к тем, кто родился, когда были восходящие близнецы, то есть это созвездие попало в первый дом. Для вас это особо важный знак, который имеет наибольшее влияние на вашу личность и на жизнь в целом. Чем же отличается это созвездие от других? Близнецы – это мужской, двойственный, подвижный знак. Хозяин Меркурий. Меркурий – это такая земная планета, материальная, материалистичная. И попадая в воздушный знак Близнецы, мы здесь видим соединение двух энергий. Это энергия мужская, энергия женская. Это энергия земная и энергия воздушная. Можно представить себе воздух, вот этот вот ветер, который поднимает пыль. Вот что-то такое, да? И здесь мы видим, что с одной стороны такая материалистичная природа, с другой стороны воздух. С одной стороны женская земная природа, с другой стороны мужская. Возникают некоторые противоречия. Но все-таки здесь мужская природа побеждает больше, потому что Меркурий сама по себе планета бесполая. Он как бы немного отстранен от всего. И люди, как правило, рожденные под знаком Близнецы, они достаточно астеничные, худые, подвижные. И у них очень много вот этой вот подвижной энергии, очень гибкий, подвижный ум. Они быстро схватывают знания, стремятся обучаться новому, стремятся путешествовать, заводить новые знакомства и стремятся к многозадачности, хватаются сразу за много-много дел. Здесь могут быть неврозы, может быть беспокойство у людей ярко выраженное, может быть нехватка усидчивости, желание объять необъятное, желание все и сразу везде успеть. Учитывая то, что в абстрактном гороскопе еще Близнецы – это третий дом, это дом личных усилий, дом авантюризма, дом писательства. Можно понять лучше их природу. Это люди, которые стремятся к разного рода авантюрам. Зачастую им кажется, что они все смогут, все рассчитали, но знания чаще всего носят поверхностный характер. И они часто попадают в какие-то вот такие интересные ситуации. Достаточно авантюрный знак по своей сути. За счет того, что есть у них огромное желание много общаться, много коммуницировать, это, как правило, хорошие торговцы. Всякие профессии, связанные с торговлей, с перемещениями, профессии, связанные с подвижным образом жизни, разного рода ремесленники, журналисты, писатели. Все, чему как раз-таки благоволит Меркурий. Семейная жизнь у них часто не складывается из-за того, что им тяжело вести оседлый образ жизни. Дети все-таки предполагают некоторую оседлость. Но если у них партнер, который понимает их суть и готов их поддерживать и брать на себя какие-то вот эти вот материальные заботы, то, в принципе, брак может быть достаточно успешный и долгий. Итак, проявление близнецов, созвездие Близнецы, в гуне саттва – это благость. В благости Близнецы общительные, любознательные. Эти люди стремятся не только получать новые знания, но и делиться с окружающими. И люди, которые их окружают, они заражаются вот этой вот легкостью, игривостью, с которой Близнецы подают эти знания, и хотят обучаться у них. Эти люди, как правило, очень жизнерадостные, у них легкое, беззлобное чувство юмора. Они способны заражать других людей своим оптимизмом. Здесь Близнецы легко сочетают и религиозность, и какие-то эзотерические знания. Они понимают, что все, что в этом мире есть, оно создано Богом и может быть применено на благо другим людям. Близнецы в раджасе или в страсти.
Здесь проявляется излишняя болтливость у близнецов, они могут без конца говорить о чем-то. Здесь у них проявляется желание обучаться, но часто они не доводят начатое до конца, не заканчивают учебу, такие вечные студенты. Хотят без конца других поучать, но их знания носят такой расплывчатый характер. И такие люди стремятся к разного рода авантюрам, могут быть очень хитрые, хотят обернуть любую ситуацию себе на пользу, могут привирать, могут что-то приукрашивать. В общем, такие искатели приключений на свою голову. И юмор у таких людей, как правило, носит такой неприятный характер. Они стремятся унизить других людей, чтобы как-то превозвысить себя. В тамасе или в невежестве близнецы проявляют себя следующим образом. Это сплетники. Их речь лживая. Речь приносит несчастье им и всем окружающим. Это люди, которые идут на всякие хитрости, на коварство. Люди, которые могут обманывать других, участвуют в каких-то аферах, махинациях. И, как правило, такие люди имеют какие-то нервные заболевания, проблемы с психикой. У них, как правило, черный юмор. И у них проблемы с целеполаганием. Они легко поддаются на какие-то манипуляции и попадают в неприятные истории. Лагна в близнецах. Имеется в виду, что если у вас в первом доме находится созвездие близнецов, то это как гороскоп в миниатюре. Это значит, что вы восходящие близнецы, и для вас характерна легкость, подвижность, активность, обучаемость, умение обучать других людей и быстрота какая-то, авантюризм. Эти все качества дает вам Меркурий. Также для вас благоприятна Венера. Она дает умение себя подать, некую красоту, обаяние, шарм. И Сатурн. Эта планета дает понимание цены времени и умение отличить настоящее, приходящее, от временного, понять самую суть вещей. Люди, у которых лагна в близнецах, как правило, вечные подростки, всегда молоды, всегда оптимистичны, и даже в более зрелом возрасте они любят окружать себя молодыми людьми. Это прекрасные преподаватели, ораторы, путешественники. С такими людьми, как правило, очень легко общаться. Если у восходящего близнеца все планеты находятся, большинство планет находится в земных знаках, то это такой более материалистичный близнец, который не склонен к каким-то авантюрам. Если путешествовать, то с комфортом. На первом месте все-таки семейные ценности. Более спокойный близнец, Если все планеты находятся в воздушных знаках, или большинство планет, то это стопроцентные близнецы. Это человек, у которого очень-очень большая активность, много передвижений, 100 слов в минуту, легко все схватывает и также легко забывает, как правило, знает много языков, несколько языков, но так достаточно поверхностно, так чтобы только мочь общаться. Если много огненных знаков присутствует, то такие близнецы, лидеры, близнецы с огоньком, которые могут быть более конфликтны, склонны брать на себя ответственность, становиться лидерами, возглавлять что-то, харизматичные, вокруг себя собирают людей. И близнецы, у которых много планет в водных знаках, это более интуитивные, более религиозные, мистически погруженные, такие спокойные, немножко отлетевшие близнецы. Поэтому надо смотреть непосредственно карту каждого человека и смотреть индивидуально, разбирать ее. Какие планеты, в каких знаках. В общем и в целом рассказала вам про созвездие Близнецы, чем оно характерно.